Народ, привет! Не забываем подписаться, поставить вот такие лайки. Почему? Потому что у нас сегодня будет классное, но очень простое мужское блюдо. Почему мужское? Потому что приготовить его крайне легко и просто. У нас для этого, мой любимый, естественно, афганский казанчик. В простонародье это скороварка. То есть можно использовать это как скороварку. Почему? Потому что мясо готовится при таком серьезном давлении не только мяса, но и продукта. Давайте о продуктах пойдем. У меня сегодня филе индейки, морковка в количестве 3 штук, 2 луковицы, его величество сельдерей, 5 помидорчиков, сливки 20%. О сливках. Почему сливки, почему афганский казан? Ни для кого не секрет, что в афганском казане можно готовить, не применяя ни грамма, ни капли воды. Закладываем все те же ингредиенты и получаем прекрасное наваристое блюдо с бульончиком. Здесь несколько другая история. Это индейка, это белое мясо индейки. А оно у нас как? Оно у нас сухое. И для того, чтобы было более нежное и сочное, мы добавим туда сливки 20%. Соль, перец, зира, без нее никуда. Красный копченый молотый перчик. Приправа для курицы. Здесь и куркума, здесь все подряд. Рассказывать не буду. Кому надо, там потом где-нибудь посмотрите, в магазине найдете. Ну и смесь 5 перцев. В принципе, все рассказал. Сейчас непосредственно сделаем нарезочку, порежем все наши продукты. Изначально мы режем овощи, потом нарежем мясцо. Нарезать мясцо можно как вам угодно. Как буду резать я, смотрите дальше. Все готово. Ну, в смысле не пожрать, а в смысле готово. Готова наша индейка к, так сказать, нарезке. В общем, будем резать следующим образом. Пластинками в одно касание вскрываем индюшку. Здесь немножко костей, но это не страшно, мы их тоже пустим в дело. И делаем следующее. Распускаем вдоль волокон. Размер нарезки примерно вот такой. Не придирайтесь к названию блюда, я не знаю, как его правильно назвать. Ну, давайте его назовем хашлама. Но да, хашлама же еще делается с картохой, а картоху чистить мне ломы на самом деле сегодня. Поэтому я решил сварить просто лапши. Ну, там спагетти, макароны, посмотрю, что у меня есть, и то и сварю, собственно говоря. Будет прикольно. В принципе, сочетание этих блюд, оно будет работать. Кости, я не знаю, напишите в комментариях, есть смысл ложить кости или нет. Я нашел то, чего искал. Собственно говоря, спагетти. А мы берем афганский казанчик, делаем подушечку из лука. Прям не стесняйтесь, прям обильно. Немножко оставим, сверху присыпать. Но наша задача сделать именно подушечку из лука. Мы укладываем, естественно, индейку. Если бы у нас было бы какое-то другое мясо на костях, главное правило, сначала укладывать надо мясо с косточками. Ну а теперь мы выкладываем нашу индюшку. Да, так вот можно примерно. Необходимо немножечко ее присолить. Буквально вот так вот. Пару чайных ложечек, не больше того. Морковку дальше засыпаем. О, одна ушла в бега. Далее сельдерей. Ну, можно, кстати, вместо сельдерея использовать другие продукты. Ну, такие как, скажем, перцы. Но когда делаете сельдерей и перцы, я скажу, что вкус сельдерея, скорее всего, перебьет вкус перцев. И это будет просто так, ни о чем. Поэтому мы вот так вот небрежно разбрасываем. И укладываем помидорчики ровным слоем. Помидорки мы нарезали пластиками, поэтому уложить их ровным слоем нет никакого труда. Вот. Кто-то режет помидоры кольцами. Мне проще резать полукольцами. Кожуру, кстати, я не снимал, потому что готовлю в казане. Я думаю, что здесь это как бы не обязательно. Добиваем сюда лук. Берем сливочки. Но сильно много не надо, потому что бульона и так будет. Здесь пол-литра, да, у нас? Пол-литра. Заливаем примерно половинку. И пошло самое интересное. Сладкая паприка, копченая.
Вот так. Примерно, наверное, пару столовых ложек. Приправа для курицы. Также пару столовых ложек тоже туда же отправляем. Немного, с горсточку, смесь перцев. Ну, буквально сколько там, наверное, чайная ложечка получилась. Лаврушки нету у меня, по-моему. Да, нету. Ну, и хрен с ней. И вот так вот добавляем зиры. Зиры тоже много не надо, иначе будет перебор. Но перед тем, как зиру положить, не забывайте ее раскрыть, ее вкус и запах. Многие зелень выкладывают потом. Я делал и так, и так, и так. То есть, в принципе, работает и так, и так. Но в этот раз я положу зелень тогда, когда наше блюдо будет готово. И дам настояться еще 5-10 минут, чтобы петрушка и укроп раскрылись. Так, закрываем. Да, чуть не забыл сказать. Ребята, кто раньше не готовил на афганском казане и не смотрел моих предыдущих выпусков. Время, с какого начинаем мы отсчет по готовности блюда, начинается с того момента, когда из казанчика пошел пар. Вот с этого момента отсчитываем. Если вот индейка, это минут 40, говядина, ну, час, баранинка можно час 10, ну, примерно такой расклад. То есть 5 часов там получится у вас просто не хашлама, а хаш. Все, ставим на плиточку, на большой огонь. Когда закипит, огонь убавить до минимума, чтобы она томилась на этом. Ну, естественно, спагетти сварю чуть-чуть попозже, чтобы они были тепленькие. 40 минут. Не забывайте выключить, но казан не открывайте, потому что там очень высокое давление. А просто вот так берете, подкладываете, ну, что у вас есть под рукой, вилки там, вот у меня вот эти штучки, ножики, все, что может работать. Все, но чтобы еще, если вы делаете это на кухне, дабы не загрязнять кухню, вы можете положить полотенце, и влага уйдет вся в полотенце. А это мой лайфхак, не благодарите. Индейка готово. Вот что получилось. Теперь мы туда высыпаем зелень. Зелень, ребят, не жалейте. Зелень должно быть много. Вообще зелень есть полезная и вкусно. Все, мы заложили сюда зеленушечку, укропчик и зеленый лучок. А теперь сделаем что? Перемешаем. Почему? Саш, сними. Потому что здесь сейчас пока все слоями. Вот так вот. И буквально 5-10 минут настоится, и можно будет это кушать вкусно. Вернемся и попробуем. Не прошло и часа, как мы решили приготовить данное блюдо. Будем пробовать, что в итоге получилось. Какое сочное, мягкое получилось мясо. Но, опять же, оно не превратилось в труху. То есть мы сняли его вовремя, через 40 минут. Пробуем. Это бомба. Друзья мои, макароны The Best можно есть без мяса, просто с бульоном. Мясо шикарное, не разварилось именно в той консистенции, какой оно должно быть. Белое мясо, несмотря на мои предположения, что оно может быть сухим в афганском казане, оно оказалось сочным. Кто поставит пальчики вверх, отдельное спасибо и, так сказать, ждите следующих выпусков. Ну и опять же не забудьте подписаться на мой канал. Пока.